Эта запись никогда не предназначалась для широкой публики. Один частный момент между Тэхёном и Чингуком был случайно раскрыт, и как только вы его увидите, вы поймете, почему Я и Муай не могут перестать обсуждать это. В комнате было тише, чем кто-либо ожидал. Ни голосов персонала, ни вспышек камер. Только тихий гул здания и две фигуры, сидящие ближе друг к другу, чем миру когда-либо позволялось видеть. Тэхён откинулся на спинку дивана, и на его лице читалась крайняя усталость. Не та, что приходит после репетиций или выступлений, а более глубокая, пробирающая до костей. Чингук сидел рядом, напряженно расправив плечи, словно неся в себе что-то, что он еще не решился произнести вслух. Какое-то время оба молчали. Это была та часть жизни, которую фанаты никогда не видели. То, что никогда не попадало в документальные фильмы или закулисные ролики. Тэхён первым нарушил тишину. «Тебе когда-нибудь кажется, что за нами наблюдают всегда? Даже когда мы одни?» Чингук тихо выдохнул, не отрывая взгляда от пола. «Постоянно». То, как он это сказал, мягко, почти смиренно, заставило Тэхёна повернуть голову. Их глаза встретились, и между ними промелькнуло нечто невысказанное. Годы общих сцен, общего давления, общих жертв. Никто не смог бы понять этого до конца, не прожив такую жизнь сам. Чингук нервно потер руки. «Иногда я гадаю, было бы людям все равно, если бы они увидели нас такими. Не идеальным, не улыбающимися, а просто уставшими». Тэхён слабо улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. «Я и Муай и так видит больше, чем мы думаем». В этот момент Чингук тихо рассмеялся. Это не был тот яркий, громкий смех, который так любят фанаты, а короткий, надломленный смешок, вырвавшийся случайно. Он покачал головой. Они видят то, что мы позволяем им видеть. Камера, забытая и все еще работающая, запечатлела все, паузу. То, как плечо Тэхёна коснулось плеча Чингука, момент, когда Чингук наконец откинулся назад, прислонив голову всего на секунду, словно груз всего мира стал слишком тяжелым, чтобы нести его в одиночку. «И что бы ни случилось», – прошептал Чингук едва слышно, – «мы пережили это вместе». Тэхён ответил не сразу. Он просто кивнул, глядя вперед, с плотно сжатыми челюстями. Затем тихо, почти про себя, произнес: «Вот это меня и пугает». И фанаты позже скажут, что именно после этой фразы все изменилось. Потому что это не было хореографией, это не было фан-сервисом, это не был момент, предназначенный для мира. Это было по-настоящему. Тишина, последовавшая за этим, казалась тяжелее всего, что они сказали до этого. Чингук медленно поднял голову, поворачиваясь к Тэхёну со взглядом, полным тревоги и непонимания. «Что ты имеешь в виду? Почему тебя это пугает?» Тэхён сглотнул. Его пальцы слегка сжались, словно он тщательно подбирал слова. Потому что выживать вместе означает чувствовать одну и ту же боль. И если бы люди действительно увидели это, если бы поняли, насколько все глубоко, они бы, возможно, никогда больше не посмотрели на нас прежними глазами. Взгляд Чингука смягчился. «А может быть, — тихо сказал он, — они бы наконец поняли, что мы люди». Это слово повисло в воздухе. Человек. Не айдолы, не символы, не ожидания, обернутые в совершенство, просто два человека, которые выросли под одним и тем же светом прожекторов, учась улыбаться, даже когда все внутри казалось надломленным. Тэхён медленно выдохнул, кивая. «Я иногда забываю об этом». Чингук придвинулся ближе, даже не осознавая этого. Его голос стал еще тише. «Тебе не нужно нести это в одиночку. Ты никогда этого не делал». На долю секунды Тэхён закрыл глаза, и камера поймала этот момент. То, как расслабились его плечи, как голова слегка наклонилась к Чингуку, как его защита, так бережно выстраиваемая годами, на миг ослабла. «Если это когда-нибудь всплывет», – пробормотал Тэхён, – «они будут анализировать каждую секунду, каждый взгляд, каждое слово». Чингук ответил слабой, понимающей улыбкой. «Они и так это делают». В этом и была вся ирония. Они могли репетировать месяцами, безупречно выступать на крупнейших сценах мира, и все же именно этот тихий, беззащитный момент казался самым опасным. В конце коридора послышался слабый шум голоса, шаги, возвращающаяся реальность. Чингук мгновенно выпрямился,
Сработал инстинкт. Маска айдола вернулась на место, как мышечная память. Тэхён сделал то же самое. Выражение лица разгладилось, эмоции были надежно спрятаны. Но камера уже увидела то, что мир никогда не должен был видеть. И когда эти кадры всплыли, обрезанные, замедленные, пересмотренные кадр за кадром, фанаты стали обсуждать не просто события. Они начали спорить о его смысле. Кто-то называл это пустяком, кто-то – всем. А кто-то говорил, что это объясняет годы моментов, которые раньше не имели смысла. Но одно было неоспоримо – в ту ночь в той тихой комнате Тэхён и Чингук ни для кого не играли. Они просто выживали вместе. На следующее утро мир проснулся от шепота. Все взорвалось не сразу, так никогда не бывает. Сначала размытый ролик, затем обведенная красным временная метка, затем одна подпись от анонимного аккаунта. Это не должны были видеть. Через несколько часов видео было повсюду. Фанаты замедляли его, приближали, считали вдохи между предложениями. Они заметили, как смягчился голос Чингука и как Тэхён не отстранился. «Это не похоже на постановку», — гласил один комментарий. «Они выглядят уставшими», — писал другой. «Почему это кажется таким личным?» — спрашивал кто-то, и тысячи соглашались. Но за закрытыми дверями атмосфера была иной. Телефоны разрывались от звонков. Созывались совещания. Экраны проигрывали одни и те же 30 секунд снова и снова, будто многократный просмотр мог изменить суть увиденного. Тэхён сидел неподвижно, сложив руки. «Говорят, это слишком интимно», — осторожно сказал кто-то. «Фанаты ищут в этом скрытый смысл», — добавил другой. Наконец заговорил Чингук. Его голос был спокойным, но твердым. «Они ничего не ищут. Они реагируют на то, что увидели». Никто не ответил, потому что правда была неудобной. Нельзя вырезать усталость. Нельзя сыграть уязвимость по сценарию. И нельзя отменить момент, который никогда не предназначался для публики. Позже той ночью, когда все наконец снова затихло, Чингук нашел Тэхёна у окна в танцевальном зале. В его глазах отражались огни города. «Они обсуждают нас, как какую-то теорию», — тихо сказал Тэхён. Чингук встал рядом, «Пусть». Тэхён взглянул на него. «Тебя это не беспокоит?» Чингук на мгновение задумался, затем покачал головой. «Меня беспокоит необходимость притворяться, что этого момента не существовало». Тэхён опустил взгляд, поджав губы. «Я боялся, что...» «Я знаю», — ответил Чингук. «Я тоже». Снова пауза. Не неловкая, не тяжелая, а просто честная. «Они увидели что-то настоящее», — продолжил Чингук. «Может быть, хотя бы раз, это нормально». Тэхён медленно выдохнул, напряжение немного спало. «Ты правда так думаешь?» Чингук кивнул. «Потому что даже если мир никогда не поймет этого так, как мы, по крайней мере, мы знаем правду». Снаружи шум продолжался. Заголовки, мнения, предположения. Но в той тихой комнате, вдали от камер и ожиданий, момент, который не должен был стать публичным, уже сделал свое дело. Не потому, что он был скандальным, а потому, что он напомнил всем о том, о чем почти забыли. За каждым выступлением, за каждой идеальной улыбкой стоят два человека, которые опирались друг на друга, когда никто не смотрел. И как только мир увидел это, ничто больше не будет прежним. Дни шли, но шум не утихал. Наоборот, он становился громче. Каждый новый ролик порождал теории. Каждый скриншот становился доказательством. Фанаты разбирали этот момент как пазл со скрытым ответом. Критики называли это излишним анализом. Просто два участника разговаривают, говорили они, но даже они не могли объяснить, почему эти кадры ощущались иначе. Почему они не выходили из головы. Тэхён чувствовал это острее всего в моменты тишины. Коридоры за кулисами казались длиннее. Репетиционные залы – меньше. Даже тишина казалась поднадзорной. Однажды вечером, спустя долгое время после окончания репетиции, он остался один, сидя на полу спиной к зеркалу. Он смотрел на свое отражение, на ту версию себя, которую знал мир, и едва узнавал ее. Послышались шаги. «Ты снова прячешься», — мягко сказал Чингук. Тэхён не поднял глаз, «Мне просто нужна была минута». Чингук сел рядом без спроса. В зеркале теперь отражались они оба, бок о бок, как и всегда.
Ты притих. Тэхён сухо рассмеялся. Смешно, да. Один момент честности. И вдруг кажется, что все, что мы когда-либо делали, переписывается заново. Чингук прислонился затылком к зеркалу. А может, так было всегда. Это заставило Тэхёна обернуться. Глаза Чингука были спокойны, но в них читалась решимость. Мы годами контролировали каждый ракурс, каждое слово. Тот ролик просочился, потому что мы не притворялись. Голос Тэхёна стал тише. И что теперь? А теперь, сказал Чингук, люди увидели, как мы дышим. Эта мысль пугала Тэхёна больше, чем он хотел признать. А что, если они будут ждать большего? Что, если они захотят ответов, которые мы не можем дать? Чингук ответил не сразу. Он теребил край рукава, затем тихо произнес: «Тогда мы их не дадим». Тэхён нахмурился. «Просто так». «Просто так», подтвердил Чингук. Мы не владели собой в тот момент. Это случилось, потому что мы доверяли этой комнате. Плечи Тэхёна слегка опустились. Мне ненавистна мысль, что это у нас отняли. Чингук кивнул, мне тоже. Но я не ненавижу то, чем этот момент был. Это попало в самую цель, потому что он был прав. И как бы мир не интерпретировал это, как бы не редактировал или не обсуждал, этот момент все равно принадлежал им. Он родился из годов общей усталости, общего роста и общего выживания. Ни один заголовок не мог этого стереть. Дверь внезапно скрипнула, в коридоре зазвучали голоса. Инстинктивно оба выпрямились, маски вернулись на лица. Улыбки наготове, осанка идеальна. Но прежде чем встать, Чингук взглянул на Тэхёна и вполголоса произнес: «Что бы ни случилось дальше, не жалей о той ночи». Тэхён замялся, а затем медленно покачал головой. «Я не жалею». Их глаза снова встретились. На миг, твердо и открыто. Затем мир снова ворвался внутрь. Расписания возобновились. Камеры защелкали. Интервью продолжились с тщательно подобранными словами. Но под поверхностью что-то сместилось. Фанаты это чувствовали. Они видели это в долгих взглядах, в более мягком смехе, в моментах, которые казались на секунду слишком настоящими. И как бы сильно кто-то не пытался это отрицать, одна истина оставалась очевидной. Тот частный момент не раскрыл секрет, он обнажил связь. И как только мир заметил это, как только понял, что это не было постановкой или игрой, это перестало быть просто утечкой. Это стало напоминанием, что за шумом, теориями и бесконечными ожиданиями все еще стоят два человека, которые находят утешение в одной и той же тишине. А некоторые вещи, раз увиденные, невозможно развидеть. Недели спустя разговоры поутихли, но не исчезли. Ролик перестал быть в трендах, сменившись новыми заголовками. Однако что-то изменилось в том, как люди на них смотрели. Фанаты замечали паузы, которые длились чуть дольше обычного. Они замечали, как смягчался смех Чингука, когда говорил Тэхён, как глаза Тэхёна инстинктивно искали Чингука в переполненных залах. Это не были доказательства или подтверждения, просто закономерности, которые казались знакомыми. Во время одного интервью прозвучал вопрос, осторожно сформулированный и вежливый: «Вы оба так выросли за эти годы», — сказал ведущий. «Как вам удается сохранять почву под ногами при таком давлении?» Чингук ответил первым, помня о том, кто был рядом еще до всего этого. Тэхён кивнул. «И доверяя людям, которые видели нас, когда мы еще не были ко всему готовы». Они улыбнулись. Интервьюер пошел дальше, но фанаты — нет. Позже той ночью, когда дела были закончены, огни города мелькали за окнами машины. Тэхён откинул голову и закрыл глаза, усталость наконец накрыла его. Чингук сидел рядом, рассеянно листая что-то в телефоне, а потом остановился. «Ты в порядке?» Тэхён приоткрыл один глаз. «Думаю, теперь да». Чингук помедлил, а затем озвучил то, что висело между ними неделями. «Если бы это случилось снова, если бы просочился еще один момент, ты бы все еще боялся». Тэхён задумался. О страхе, да, но и о облегчении, которого он не ожидал. «Я бы все еще был осторожен», — честно сказал он. «Но я бы не хотел, чтобы этого момента не было». Чингук искренне улыбнулся. «Я тоже». Машина притормозила на красный свет. На секунду город отразился в окне,
Два силуэта бок о бок, слегка перекрывающие друг друга. Ни камер, ни аудитории, ни сценария, только тишина. Ирония не ускользнула от них. Момент, вызвавший больше всего хаоса, был тем самым, в котором не произошло ничего экстраординарного. Ни громких признаний, ни драматических откровений, просто правда, существующая без чьего-либо разрешения. И, возможно, именно поэтому это было так важно. Потому что в мире, помешанном на зрелищах, самым мощным оказалось нечто простое, хрупкая, настоящая связь. Когда загорелся зеленый и машина тронулась, Тэхён наконец сказал, как бы громко ни было там, снаружи, давай оставим эту часть нашей. Чингук кивнул, всегда. Мир снаружи продолжит строить догадки, анализировать и искать скрытый смысл в каждом взгляде и паузе. Но внутри этой движущейся машины, внутри этой общей тишины, ничего не нужно было объяснять. Некоторые моменты не предназначены для публики. Их не нужно сливать, расшифровывать или защищать. Их нужно просто проживать. И это, больше чем что-либо другое, было правдой, которую не сможет отнять ни один заголовок.